Всем привет, друзья, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Место, где даже маленькая капля воды превращается в отдельную планету. И сегодня у нас эксперимент, который, честно, даже я немного побаиваюсь проводить. Потому что мы устроим настоящую соляную войну. Будем бомбить наш микромир раствором соли разной концентрации. 0,5%, 2%, 10%. И, конечно же, финальный босс 25%. И это еще не все. В конце я заморожу предметные стекла в морозильнике, капну туда живую каплю с нематодами и сверху посыплю солью. Холод плюс соль равно двойной апокалипсис. И мы посмотрим, что в этом микромире вообще способно выжить. Так что пристегиваемся, нас ждет сильнейшее приключение. И если вам нравится смотреть, как крошечные существа проходят стресс-тесты, то заранее поставьте лайк. Напишите комментарии, подпишитесь, чтобы не пропустить будущие безумства. А теперь поехали. Прежде чем мы начнем солить все подряд, давайте познакомимся с теми, кто сегодня станет участником шоу. У нас тут настоящая сборная микроживности. Во-первых, нематоды, маленькие червячки, но очень живучие. Эти ребята иногда переживают такое, что и монстры не выдерживают. Во-вторых, огромные черви, колоссальные по меркам микромира олигохеты. Я их называю монстры. Они такие большие, что даже при увеличении 40 раз еле помещаются в кадр. А иногда вообще не помещаются, и мне приходится ловить их по углам. В-третьих, коловратки. Это мое слабое место. Я обожаю этих существ. У них невероятно милые мордочки, и они питаются так красиво, как будто кто-то специально создавал их для эстетики. Жалко только, что их невозможно отделить от червей и нематод, и они тоже попадут под удар. Ну и конечно, у нас есть разные инфузории, пули микромира, еще есть амебы. Те вообще могут выглядеть как угодно. То корешки, то звездочки, то непонятные комочки. Короче, зоопарк полный. Живность готова. А теперь давайте будем честны. Никто из них не подозревает, что сейчас мы начнем их угощать солью. Начинаем с самого мягкого, 0,5%. Это почти как физраствор. Казалось бы, безобидно. Передо мной огромная колония коловраток, прямо город. Коловратки бегают, суетятся, двигают ресничками, создают потоки воды, засасывают пищу внутрь, как реальные мини-пылесосы. Красиво, плавно, эстетично. Между ними летают инфузории, быстрые такие, будто кто-то нажал на ускорение. А где-то в глубине капли бродят нематоды. И вот, внимание, кристаллические корешки, похожие на снежинки. На самом деле это амебы, просто они пока не прицепились к поверхности. Когда амеба прикрепляется, она превращается в классическую амебу, двигается, как будто перетекает, но плавающая выглядит как нечто инопланетное. Теперь капаем 0,5% соли. И реакция. 0. Коловратки счастливо плывут туда, где соленость чуть выше. Маленькие инфузории вообще как будто переезжают в новую квартиру. Нематоды даже не дрогнули. 0,5% это рай. Город живет, расцветает, никто даже не подозревает, что это только начало. Переходим к 2%. Тут уже должно быть интересно. И встречайте двух гигантов, два огромных олигохета. Эти невероятные черви настолько большие, что если снять их просто на телефон без микроскопа, их будет видно не хуже, чем обычных дождевых. Представьте масштабы. Переключаю увеличение на 100 крат, и начинается хаос. Эти черви шевелятся так, будто у них вечеринка. Они даже не пытаются позировать. Коловратки вокруг них трясет, как на корабле в шторм. Некоторые несчастные коловратки сидят на отдельном плоту. Островке, который болтает туда-сюда, прямо сцены из фильма Посейдона. А вот хитрая нематода. Она, похоже, увидела весь этот бедлам, покачала головой, если бы могла, и поплыла в сторону края капли, подальше от непонятного землетрясения. К ней присоединились несколько инфузорий и еще пару коловраток. Похоже, решили, что безопаснее держаться вместе. Но эксперимент есть эксперимент. Капаем 2% соли. И тут начинается магия. Гигантские черви мгновенно начинают сжиматься, сворачиваться, уменьшаться. Они теперь помещаются в кадр, а это уже говорит о многом.
Коловратки наполовину спрятались в домике, кто-то пытался уплыть, но куда? Это одна капля воды. Я добавил еще каплю 2% соли, и все. Итоги. Гигантские черви отключились примерно за 10 минут. Коловратки всего за 1 минуту, инфузорий почти мгновенно. А вот сюрприз. Внутри мертвого червя живут бактерии. Они двигаются, и им хоть бы что. Вот кто настоящие экстремалы. Теперь нематоды. Маленькая умерла за 5 минут, крупная держалась 10. Но яйца вообще титаны. Они выживали 40 минут, как в эксперименте с содой, как будто у них там бетонная оболочка. Теперь 10%. Это уже как рассол, которым солят рыбу или огурцы. Мы капаем рядом с плотным городом коловраток. Граница капель разрушается, и соляной концентрат врывается как цунами. Реакция мгновенная. Коловратки скручиваются, простейшие обездвиживаются, инфузории падают как подкошенные. Но на краю капли есть зона, где соль дошла не полностью. И там мы видим последних выживших. Маленькая инфузория плывет своей финальной прогулки, доходит до границы, и все. Граница соли – прям линия смерти. И тут я замечаю странный шарик. Внутри движения. Похоже, бактерии нашли капсулу, внутри которой смогли пережить соляной шторм. Теперь пробуем 10% на нематодах. Маленькие погибли за 30 секунд, крупные погибли примерно за минуту. Некоторые пытались сопротивляться, корчились, уплывали, но итог один. Теперь гигантские черви. Они шевелились как сумасшедшие, камера не успевала сфокусироваться, и тут капля 10%. Гигант сжался, уменьшился, стал помещаться в кадр. Меньший червь умер за 1 минуту, гигант за 2 минуты, и нематоды тоже примерно за 2 минуты. 10% это уже реальный апокалипсис, 25% это уже почти соль в виде каши. Мега-рожок смерти. Капаем, и нематода погибает за 1 минуту. Даже крупный ровно минута. А огромный червь, я попытался накрыть его покровным стеклом, думал, лучше разглядим строение. И в итоге я его раздавил. Он был слишком толстый, он порвался в 3 местах. Все содержимое потекло наружу. Но зато мы смогли идеально рассмотреть его внутренности. Строение кольчатых червей прекрасно видно. Сегменты, кольца, клетки. Все как учебник биологии под микроскопом. И самое смешное, теоретически, черви умеют регенерировать. Так что, возможно, из одного червя у меня получится несколько новых. Теперь финальный этап. Я положил предметные стекла в морозилку на 2 часа. Они промерзли до минус 18 градусов. Капаю туда живую каплю, и что происходит? Все организмы замирают. Полностью. Как будто время остановилось. Замороженный микромир. Теперь, посыпая сверху солью, соль начинает реагировать. Вода превращается в соленую. И как только организмы просыпаются от холода, соль сразу начинает их убивать. Большие нематоды держались 3-4 минуты, маленькие 1-2. Но одна крупная оказалась чемпионкой. Я ей соль, она убегает. Я еще, она снова уплывает. Она проплыла по всей капле, пока боролась за жизнь, но через 6 минут все. Теперь пару слов простым языком. Почему соль убивает? Представьте, что каждая клетка – это водяной шарик. А снаружи более соленая вода. Соль тянет воду на себя, клетка сжимается, теряет воду, умирает. Это и есть осмос. Сложное слово, но очень простое явление. Мягкотелые первые погибают. Коловратки, инфузории, амебы тонкие, нежные. Нематоды плотные, у них кутикула, они держатся дольше. Гигантские черви тоже крепкие, но соль беспощадна. А вот бактерии, у них другие стенки. Они могут выжить там, где другие исчезают. Некоторые бактерии вообще живут в соленых озерах. Вот такой у нас сегодня был соленый триллер под микроскопом. 0,5% курорт, 2% хаос, 10% апокалипсис, 25% мгновенная смерть.
А заморозка плюс соль – двойное убийство. Если вам понравилось это путешествие в микромир и вы хотите видеть больше таких экспериментов, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, какую субстанцию мне протестировать в следующий раз. Может уксус, может энергетик или лимонная кислота. И, конечно, подписывайтесь на канал под микроскопом, чтобы не пропустить новые исследования микромира, которые меньше кончика иголки. С вами был Виктор, увидимся под микроскопом. Пока-пока!